Вас приветствует город Петрозаводск, столица Великой Карелии. Меня зовут Всеволод, а это звездолет Мазда. В родной стране наступили очередные непростые времена, и особенно это касается всего, что связано с автомобилями. Купить новые «Жигули» за 1,5 миллиона рублей, подержанные за 1 миллион, или нормальный автомобиль миллиона за 2, за 3, хочет и может не только лишь каждый. Поэтому, увы, к сожалению, теперь мы, на мой взгляд, должны гораздо больше, чем раньше, времени, сил и даже денег вливать в то, чтобы те ведерки с гайками, например, вот это, на которых мы ездим, проездили подольше и чувствовали себя как можно лучше. Одним из самых таких основных способов сделать автомобилю хорошо является своевременная замена моторного масла. С моторными маслами сейчас тоже отдельная интересная ситуация. Основные игроки ExxonMobil, Shell, Castrol с России ушли в известном направлении. Но ситуация такая, что мы можем зайти в магазин и увидеть на полках все те же баночки, к которым мы за все эти годы привыкли. Действительно ли это Shell, Castrol, Idemitsu и все вот это вот, вся вот эта продукция известных брендов, или нам налили туда что-то другое, чтобы мы это купили под яркими этикетками? Вопрос такой, очень непростой. Есть миллиард способов отличить подделку от оригинала, но все они требуют некоторой практики. Я, как рядовой человек, который не каждый день этим занимается, могу и ошибиться, и цена этой ошибки будет очень и очень значительна. Есть и другой аспект данной проблемы, связанный с первым. У каждого из нас есть любимый автосервис, куда мы загоняем свой автомобиль и верим, что там не подведут. Но что зальют в автомобиль в этом автосервисе, то ли о чем рассказывает его реклама, или что-то, что решит залить конкретный сотрудник, тоже неизвестно. Это во-первых. А во-вторых, даже при условии, что автосервис абсолютно честный, абсолютно адекватный и полностью отвечает за свои слова, могут обмануть уже его, ибо сейчас цепочки поставок, они не такие, как были полгода назад, они в неизвестном состоянии, и отвечать за них придется в случае чего вам, вашим дорогостоящим двигателям. Поэтому мое мнение, сейчас каждый автолюбитель, который не желает в ближайшем будущем тратить миллионы, должен максимально позаботиться о своем автомобиле сам. Хотя бы в плане совершения каких-то самых простых операций, типа замена масла. В этом нет ничего сложного. Вы, может быть, в моменте чуть-чуть переплатите, то есть вам потребуется яма, подъемник, вам нужно будет поднять свой автомобиль. Но в перспективе, так как все этапы будете контролировать лично вы, ваш автомобиль проживет дольше, будет чувствовать себя лучше, и вы, естественно, выиграете по деньгам. Ну и, на мой взгляд, это еще и прикольно. То есть вы о своем автомобиле узнаете что-то новое и получите новый интересный навык. Я решил поступить именно так. Я приобрел германское масло, называется оно Rowe. Производится оно на 2 небольших немецких заводах. В Россию оно поставляется в гомеопатических дозах, у нас его никто не знает. Соответственно, отечественные ловкачи интереса к подделке этого масла особого не испытывают. И вот я его приобрел, присмотрелся к канистре внимательно. Вот здесь у Rowe, судя по картинкам из интернета, должна быть отрывная этикетка. А на данной канистре отрывной этикетки нет. И я, собственно говоря, немного занервничал. То есть теоретически это не должно быть подделок этого масла, но черт его знает. Поэтому я эту канистру решил придержать до выяснения. Я пойму, что с ней, и тогда, может быть, ее применю. Либо сдам обратно в магазин. А пока что на нынешнюю замену я приобрел вот такую канистру, которую тоже у нас никто не знает. Это голландская контора,
которая изначально занималась, собственно говоря, судовыми смазками, смазочными материалами. Но теперь они решили делать и автомобильные масла тоже. Почитал, пошукал, вроде оно нормальное. По допускам подходит к двигателю, которым вот, бензиновый двигатель LF в Мазде. Будем лить, будем пробовать, если что, можно жить на нем. Вот, собственно говоря, сегодня мне будет помогать мой брат Олег, товарищ страшный механик, и сейчас мы будем приступать. Первое, что мы делаем перед подъемом автомобиля, это, собственно, открываем масло, заливную крышечку, и мы приподнимаем щупец. Теперь нам нужно, собственно говоря, поднять автомобиль. Подъемник нам не знаком, поэтому мы сейчас будем экспериментировать. Просто топором. Ну что, я нажимаю самую главную кнопку. Там уже почти капот до потолка. Значит, оставим. Так, ну что, коробка фильтр откручивается. Так, наверное, сначала на масло слить. Так, значит, что мы ищем? Вот он. Этот фильтр-то ладно, а сначала Пробка, да, вот он. пробочку. Надо открутить на вот эту пробочку. Для этого надо, говорят, нужна голова на 17. Так, 19 нет. 18. это на 17. Так, оно же польется сразу. Ну ты сначала крутани ее. Сразу не пойдет. Давай, еще мощь. Богатырское тельце твое. Видишь? Все, победа. Давай. Все, давай. Сейчас, короче говоря, будем снимать старый масляный фильтр, отживший свое. Для этого приобретено технологическое достижение китайских товарищей, съемник так называемый. Мы его обмотаем вокруг старого фильтра и будем его дергать. Все, пошел. Все, дальше маршрут давай. Двумя руками вот такие его и вкручивай. Давай, ничего страшного. Шутки, хочу. Все, переворачивай. Очень хороша. Футболку сними, она очень подойдет. Но эта футболка теперь только на тряпочке, конечно. Фильтр куплен фирмы Мале. Она вроде как германская, но не удивлюсь, если все это сделано в Китае. Made in China, да, кстати, написано. Ну, тем не менее, отзывы в целом положительные. Надеемся, будет служить. Или надо заполнить его маслом. А вот про это есть разные мнения. Да, есть все равно, когда машину заведешь, он заполнится маслом, но опытные механики заполняют перед этим маслом. Обычно так же. Вот, короче говоря, интернеты говорят, что маслом заполнять не нужно, а вот мазнуть его маслом слегка. Это да, ты его наполни, и потом пальчиком просто проведи и все. Да, окей. Только нужно, наверное... Обычно, естественно, обычно наполняют маслом, потом ставят. Тем более у тебя он закручивается вертикально, ни сбоку, никак. То есть наполни его, чтобы для состояния души, и все. Сначала бы налил, потом макнул маслицем, пальчиком, и смазал. Мне ну, все любимые блогеры советуют не заполнять. Хорошо. Руки скользкие. Тряпочка у тебя есть? Моя. Закручивают тоже от руки, не надо его там этим
съемником. Мне надо оттереть руки, что написано. Богатырской мощью своей. Все? Все. Я хочу, там в поддоне сохранилось некоторое количество старого масла, брат. Я хочу его оттуда максимально вылить. Для этого я хочу вот эту вот... Ты меняешь синтетику на синтетику. Это понятно, но... Даже промывать не нужно. Промывать не нужно. Ну, а вот вылить еще немножко из поддона масла можно. Это глупо. Поэтому вот эту вот штуку я залью еще раз в горловинку и еще сколько-то выпить из поддона. И это будет хорошо. Заливаем оставшееся неиспользованным единицу, чтобы оно, стало быть, выгнало из поддона отработку, которая там еще осталась. Маловато, конечно. Можно было бы и побольше залить. Оно уже не чернющее льется, а посветлее. Старые камазисты, когда сливали масло, заливали в двигатель солярку и заводили двигатель. Поработал, несколько минут работает, потом сливают. И таким образом промывали. Так, знаешь, некоторые, посмотрел, вообще 2 канистры масла покупают. Сначала заливают. Ну это такие, наверное, блогеры, айтишники, как ты. Ездят и потом сливают, а потом заливают уже... На самом деле весь процесс занимает 10 минут. Ты развел он очень долго. Ну, блин, сорян. Я первый раз. По технологии надо менять шайбу на сливном винте. Как правильно называется. Старая у нас медная. Мы ее сюда снимем. Не знаю, в чем она виновата, но говорят, надо менять. А новая у нас. Новая, вишневая. Производство непосредственно якобы фирмы Mazda. Это прибавляет ей всего. Особенно цены, конечно. Вот, и мы ее сюда ставим. Кстати, она вообще не похожа. Она значительно толще. Ну ладно. Я думаю, ходить будет. Затягивать ведь тоже особо не надо, да? Адски. Адски не надо, но подтянуть надо, чтобы у тебя прокладка отжалась. Колечко. Поехали. Хрен знает, вроде затянул. Ну все, не надо там будет это. Сразу зачем? Моторист из тебя вот прям был совсем никакой. Никакой, да? Вообще никакой. Ай, как я экзамен сдавал. Надо было хоть картонку постелить когда-то, рассылали. Мы заливаем сюда литра 4 масла. Это значит, должен остаться 1 литр в канистре. Залить сюда надо в итоге 4,3 литра. Но рекомендую сначала залить 4 литра, дать немножко поработать, проверить уровень и после этого долить уже остальное. Теперь мы коробочку снимаем. Оп. Ее сейчас прикроем. Так. Налей до верхнего уровня. До верхнего. Ну, сейчас даже с переливом показывает. Ну и хорошо, у тебя фильтр заберет еще. Все, заводи. Все, хватит, нет? Да, все, хватит. Совсем в своих интернетах уже погряз. Да. Так, ну, оно должно стечь, я так понимаю. Что показываю? Фиг, что Протри хорошенько. Так я, брат, ты не поверишь, протер только что.
хрен знает, что показывает. Ну да. Давай подождем немножко. Ну это ждать надо будет долго, пока вот Через 10 минут все стечет. Ну что, масло совместными усилиями поменяли. Вроде все прошло штатно. Только все предусмотрел, не предусмотрел, какое количество тряпок потребуется для уборки территории и обтирки рук и всего на свете. Ну что, дело сделано, масло заменено, автомобиль доволен, я в восторге. Я бы сказал, это даже неплохой отдых получился. Олег справедливо заметил, что мы это немножко растянули сильнее, чем надо, но навык приходит не сразу. Думаю, в следующий раз уже все будет гораздо быстрее. Не могу сказать, что такой способ развлечения подходит всем подряд, но как минимум у меня вот уже есть какая-то, можно сказать, уверенность в проделанной работе. Плюс это новый навык. Надеюсь, в следующий раз возьмусь на что-нибудь поинтереснее и посложнее. Спасибо всем, кто смотрел. Пока.